Приветствую всех на своем канале. Недавно произошел интересный случай. Ко мне обратилась моя супруга с вопросом, какой выход мяса у французского барана. Я посидел в процентах. Я посидел, подумал, я говорю, ну слушай, я не знаю. Если я как бы убираю французских баранов, я никогда процентами не заморачиваюсь. То есть, ну приблизительно 50 на 50. Ну, может быть чуть-чуть больше. Это я по памяти помню. Этот мой ответ она выложила где-то в группу. Видимо, там кто-то спрашивал выход мяса, и она выложила мой ответ. И вы не представляете, что там началось. Ее стали обвинять в том, что она ничего не понимает во французских баранах. Видимо, никогда их не держала, никогда их не забивала. Но они просто не знают, что это моя жена, да, и она столько же держит по времени французских баранов, столько же, сколько и я. Вот, и там были даже такие разговоры о том, что выход мяса у французского барана 58, 60, и эта информация также есть в интернете, и что даже больше 60%, ну я так прикинул, 60% это очень много, вот, и я же не говорю спокойно. Сейчас мы разберемся. И представился удобный случай. У меня есть на примете французский баран, который уйдет, так скажем, на мясо. Да, мне его нужно будет убрать. И мы сейчас этого французского барана взвесим живым весом. И потом, после того, как я его уберу, мы взвесим тушку и вычислим процентное соотношение. Сколько же на самом деле в процентах будет выход тушки у французского барана. Вот наш французский баран. Сейчас мы его взвесим. Он пока еще живой. 4530 его живой вес. Ну и сейчас я, естественно, не буду показывать, как будет происходить весь процесс, потому что это крайне неприятно. Я этот процесс сам не люблю. Ну и тем более показывать вам не буду. Ну вот, друзья, самое неприятное в кролиководстве лично для меня закончилось. Это вот убирать кроликов для меня это крайне тяжело, крайне неприятно, но где-то в глубине души, внутри я понимаю, что надо. Я как-то себя пересиливаю и иду, так скажем, на такое преступление. Все, кролик у нас готов. Вот он, тот французский баран, который недавно был еще живой. Сейчас мы его взвешиваем и посмотрим, сколько тушка весит этого французского барана. Итак, здесь мы записали живой вес 4530. Смотрим весы на нуле. Ложим тушку и получаем 2380. Так, записываем 2380. Ну а теперь давайте посчитаем, сколько процентов выход мяса у французского барана. Он вешал 4530 живой вес, мясом 2380. И посчитаем по процентам. Чтобы высчитать, сколько процентов выход мяса у французского барана, для этого нам понадобится калькулятор, потому что в уме немножко слабенько считаю. Итак, вспоминаем, да, живой вес 4530, тушка 2380. Теперь как ведется расчет? Берем уже готовую тушку, то есть 2380 мы умножаем на 100 и делим на живой вес кролика. 4530. И получаем мы 52,5%. И даже не 55%, и даже не 58-60%, как заявлено в интернете. Я во многих своих роликах говорил, что вот когда меня спрашивают, говорят, вернее, что в интернете так, я вот много раз повторял, что личная практика в моем хозяйстве говорит о том, что не всегда в интернете правдивая информация. Ну, по крайней мере, в моем хозяйстве она во многих случаях расходится. Вот вам наглядный пример. В интернете 58-60. Здесь получается 52%. То есть живой вес 4530, готовый 2380. У меня теперь вопрос, где 60%? В той же группе один человек написал, что даже больше 60%. Пожалуйста, вот опять же повторюсь, наглядный пример. Я ничего не придумываю, я ничего не выдумываю. Взял кролика с таким весом, получил такой вес, вывел процент. Поэтому могу сделать вывод, что
либо у меня кролики какие-то не такие французские бараны, как у людей, у которых выходит 60 и более процентов, да, ну, либо те люди немножко преувеличивают, как те же рыбаки, да, иногда я сравниваю кролиководов с рыбаками, да, когда он приходит с рыбалки, у него спрашивают, какую поймал, он говорит, вот такую, а по факту вот такую вот поймал. Друзья, в комментариях обязательно напишите, сколько у вас выходит тушка французского барана. Ну, желательно в процентах. Живой вес, тушка, ну и, соответственно, проценты. Потому что, опять же, повторюсь, может, у меня бараны какие-то не такие. На этом все, друзья. Пока-пока.